Здравствуйте, здравствуйте, процветайте, дорогие человеки земли. Самое ответственное время – это сбор урожая картофеля. Я его провожу в дни Козерога и Тельца. Но иногда и в другие дни, но лучше всего хранится картофель именно тогда, когда я выкапываю и закладываю на хранение картофель в дни Козерога. Итак, что нужно сделать для того, чтобы картофель хорошо хранился? Итак, картофель выкопан, он в ящичках, в тени, еще должен подышать, освоиться с новым состоянием и приготовим его к тому, чтобы его хранить и чтобы он спокойно хранился и не портился. Храню картофель в ящиках, деревянные ящики вот такие, они летом были под солнышком, помыты сначала, потом под солнцем находились. И перед тем, как за несколько дней перед закладкой, я развожу в 5 литрах половину вот такой пачки соды. В 5 литрах половина. Ну, на 10 литров получается целая пачка. И беру этим раствором, вот как щеткой, обязательно вот так вот этим раствором прохожусь по стенкам везде. Так, чтобы попало и в дырочки. И вот этим раствором полностью обрабатываю ящики. Далее ящики у меня высыхают хорошо. И заносим их в погреб. Затем я картофель, который подготовлен, хорошенько мою в чистой воде. Все равно он грязный. У нас суглинки. Поэтому картофель имеет вот такие особые рисунки. Это результат суглинок. Хотя он вот, если очень рыхлая почва, то получается вот такой он желтенький, в данном случае Вивиана. Вот. И теперь перемещаю его в раствор, ванночка старая, раствор, розовый раствор марганцовки. Зачем я это делаю? Практически почти весь картофель сюда отправляю, кроме вот такого, если сильно испорчен, я его отдельно выставляю. А если я такой картофель не вот случайно я вот даже положу в хранилище, и если у меня будет здесь, допустим, это так работает минирующая картофельная моль, вот, поэтому очень много портится картофеля. Если же вдруг занести в подвал, в хранилище это такой картофель, то, естественно, будет зимой уничтожена почти вся картошечка. Поэтому я отправляю вот в эту воду. Если там что-то есть, даже яйцекладка есть, то, попадая туда марганцовочный раствор, он выжигает вот этого вредителя и частично выжигает какие-то заболевания грибковые. Что бы там ни было, на картофеле какие-то вредные вещества, существа, которые хотят все съесть картошечку, вот они все сжигаются с помощью вот этого раствора. То есть я обеззараживаю и готовлю картофель к тому, чтобы он хорошо у меня сохранился. В таком растворе я выдерживаю где-то минуту. Вот светлый раствор, достаточно. Температура воды, в которой я мою и в которой вот замачиваю, должна соответствовать температуре воздуха. Поэтому у меня вода специально в емкости находится на улице, и все соответствует температуре. Одной температуре, не должно быть резких перепадов. Это тоже влияет на хранение. Затем картофель выкладываю вот такие ящички. Здесь он высыхает, и только утром следующего дня я этот картофель уже раскладываю по разным фракциям. Крупный для питания заносится в подвал. В подвале тоже холодно, почти одинаковая температура рано утром. И, естественно, отбираю семенной картофель. Семенной картофель уже отобран, это Иван да Марья. И пока он в большом ящике, затем я его буду рассыпать, еще раз перебирать, чтобы не попало никаких поврежденных картофелин. Но пока идет мойка, чистка, переборка и сушка картофеля, он пока будет здесь находиться на солнышке. Немножко
буквально день, а затем я уже его разложу по ящичкам и уложу его в тени на улице, чтобы он хорошо хранился и озеленился частично. Продолжаю свой рассказ о том, что я провожу для того, чтобы сохранить хорошо картофель на канале Раисы Горяченко «Дача, сад, огород и цветы». И вот еще один ящик у меня картофеля. Это вот где маленькие вот эти дырочки, где было уже начало разведения картофельной моли. Этот картофель в таком виде я его тоже сушу, складирую в ящик. И этот картофель будет использоваться в первую очередь. Вот тоже дырочка. Его нельзя закладывать, его нельзя заносить. Хоть и я провела процедуру отмокания в розовом растворе марганцовки, но все равно он уже храниться хорошо не будет. Поэтому этот картофель пойдет на питание в первую очередь. Будут вырезаться эти глазки. Ну а то, что будет вырезаться, и самый-самый маленький, тот, конечно, пойдет на удобрение. Мелкий картофель, самый-самый меленький, его немного у меня, где-то поврежденный, я обрезаю. Этот будет в первую очередь у нас для питания использоваться. Ну а этот, его совсем мало, мы его используем для того, чтобы отвариваю. И под огурчики понемножечку, в те места, где будут расти огурчики, добавляю обязательно картофеля. Он очень хороший для удобрения. Отвариваю, закипит и 5 минут варю, для того, чтобы он не прорастал. Пока мой картофель принимает ванную, я хочу подытожить вот это видео. Итак, провожу эту агрооперацию в защитных перчатках, руки нужно беречь, для того, чтобы обезопасить картофель от всяких болезней, от вредителей возможных, если они на картофеле есть, для того, чтобы сохранился картофель очень хорошо до нового урожая. Именно так у меня происходит, и это я делаю уже лет 5. Картофель чистый на кухне попадает, это тоже немаловажно. Видно очень хорошо, у кого какие, после того, когда я замачиваю, видно, если есть какие-то проблемы. Ничего страшного, что он становится более темнее, вот эти места, где в суглинках росла картошечка, это не страшно. Самое главное, что картофель хорошо хранится, картофель чистый, картофель здоровый. На этой позитивной, прекрасной ноте я, Раиса Горяченко, говорю всем всего самого доброго. Мне пора из ванны вытягивать очередной замоченный картофель, чистенький, и отправлять его на сушку. Всего вам самого-самого доброго.